Как выбирать героя? Арк Вардена, Дроу Рейнджер, Снайпера. Ты не хочешь создавать какие-то проблемы сам для себя. Вариантов у кора, как убить суппорта, всегда в разы больше. Говорите, что ваши коры нехорошие ребята. Вы хотите их душить по максимуму, чтобы их тайминги входа в игру оттянулись как можно дольше. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Всем привет, меня зовут ФНГ, сейчас я вам расскажу про пятую позицию. Как выбирать героя пятой позиции. Если мы говорим про матчмейкинг, в частности, то здесь совет только либо метовые герои, либо герои, на которых вы умеете играть, потому что, нету смысла себя, как говорится, мучить, если мы говорим о игре на победу. Но если мы все же говорим о таком факторе, как научиться играть, то здесь рекомендую совмещать просмотр профессиональных игроков и, соответственно, уже применять какие-то идеи, которые вы увидели на реплеях в самом матчмейкинге. Наверное, сейчас, если уже говорить про каких-то метовых героев, то это Shadow Demon, Сэм, сейчас, в частности, там Лишак, Terrorblade появился на пятую позицию, но, опять же, это все вкусовщина. Прежде всего, нужно задуматься о том, какие роли или какие вещи нужно сделать в игре, и от этого будет проще выбрать героя. Ну и плюс еще не забываем то, что, как правило, саппорт выбирается очень рано, и если, опять же, мы говорим про матчмейкинг, то выгоднее всего пикать героя, который как минимум хорош на линии, то есть не будет какой-то там дизраптор, аппарат, который очень сильно зависит от вашего кэри. Проще там взять Текис, Мирана, Бэтрайдер, потому что они очень хороши на линии. Ну и еще минимально всегда можно свапнуться с четвертой позиции, хоть, опять же, в матчмейкинге это редко практикуется. Но если мы говорим про компетитив сцену, то да, флекс героев очень-очень важен. Потому что, ты не хочешь создавать какие-то проблемы сам для себя, и плюс ты хочешь часто обманывать своего оппонента. Опять же, тот же Бэтрайдер, Shadow Demon, Текис — это отличные самые простые примеры, которые хорошо работают на саппорте, плюс флексисы на 4-5 позицию. Ну и сверху мы часто добавляем такое понятие, как еще флекс-скора. Опять же, тут Terrorblade и Лишак, которого я упоминал буквально недавно. Это, наверное, сейчас самые ходовые герои. Сам же выбор героя, на самом деле, очень много факторов, я могу даже какие-то забыть, но первое — это порядок выбора героев, то есть вопрос, вы берете первого героя или вы берете вторым героя, то есть вы можете уже увидеть потенциально своего, героя, против которого будете ставить, то есть это либо саппорт, либо кор, от этого может влиять. Второй немаловажный фактор — это ваш личный опыт, потому что нету смысла пытаться пикать героя, на котором вы играете плохо, ну и опять же, если мы говорим об игре на победу, если мы говорим о том, чтобы просто поиграть, выбирайте что душе угодно, и пуджа пятерку и так далее. А так, в целом, опять же, чаще всего обращаются за такими понятиями, как контрмета, да, чтобы сделать игру для вражеского героя как можно тяжелее. Ну и, естественно, нужно еще задуматься о каких-то айтем-билдах / каких-то задачах. Потому что если в игре нужен какой-то сейф вашему герою, условно, я там навскидку скажу, вы играете против вальда, у вас снайпер, глупо будет играть без какой-то винги, поэтому и винга может появиться в пике. А так, здесь, опять же, нужно где-то задумываться о себе, то есть быть эгоистом, да, понимать, каким героем вы хорошо играете, каким плохо, и у которого много возможностей, так и где-то покрывать некие дыры, чтобы сделать игру своей команде легче, а команде оппонента тяжелее. Лучший герой, независимо от своего кэри, это точно герои, которые очень-очень сильны на линиях почти во всех ситуациях. То есть самый простой сейчас это точно Текис, потому что, во-первых, это универсал, соответственно, много урона, достаточно жирненький. Во-вторых, любые билды, то есть он может как и глиммеры, и форсы делать, так и более атакующие в виде там хиксов, линз, юлов и так далее, так далее. Сейчас на компетитив сцене очень популярны ауры, меки, Владимиры, драмы, пайп реже, но тем не менее грифсы потом апаются с меки. Соответственно, это тоже можно делать. Потом второй герой, которого могу предложить, это Бэтрайдер, потому что, примерно та же идея. Соответственно, универсал, сильный на линии весьма, имеет много вариантов развития своих билдов и геймплея, еще и плюс мы добавляем флекс. А третий, он, конечно, более, наверное, такой
В общем, хороший оффлейнер, скорее всего, забудет ваш пик, но зомби, поверьте мне, может доставить очень много проблем в руках умельцев, потому что в худшем случае, вот игры, которые у меня были, где вы приходите, но вы мало можете сделать на линии, потому что там enemy не взяли силовика, или они пришли в 2 ранжа, вы просто можете прийти, напасть на вражеский сейфлейн, или в худшем случае под мид прийти, под руной подраться, потому что герой, ну, очень-очень хороший в этом плане томпстоуном и своим жиром. Стартовый закуп. Ох, эта тема весьма интересная, потому что, ну, прежде всего, все зависит от того, какого типа у вас герой. Да, мы разделяем силовик, интовик, агильщик и универсал. Соответственно, на универсалах мы очень часто приоритизируем статы, потому что они дают дэмэдж, дают нам выживаемость и минимальные статы. Потом на интовиках, как правило, нужно не переборщить со статами, потому что они вам не дают так много, но при этом иметь достаточно выживаемости. То есть на интовиках, как правило, очень хорошо иметь фейрик. Почти на всех героях мы сейчас покупаем гранату, забыл, как она на английском называется. Потом мы всегда пытаемся купить центрички, да, чтобы заблочить вражеский big camp, потенциально законтестить свой small camp. Иногда мы можем позволить себе купить стик. Фактически на всех героях, если у врага на линии есть спамящий герой, но в целом мы не берем стик. И не забываем то, что можно еще смачок нажать на старте игры. И дальше идут, соответственно, это уже такие очень глубокие, скорее, знания, которые нужно в деталях доты разбираться, но и тогда очень хороша салва, или на первые деньги, или с первым курьером привести, потому что иногда герои наносят большой урон, но не могут убить героя, и при этом тратят очень много ресурсов, и, соответственно, вот эта ранняя салва вам позволит законтестить 2-3 лишних вейва, а за счет этого уже создается некое преимущество на линии. То есть, например, в Кентавра очень хорошо купить салву достаточно рано, потому что он накидает своих станов, а монопол у него маленький, и если вы не умрете, то, соответственно, лейнить, по крайней мере, не умирая, в Кентавра будет просто. Нужно не забывать еще про капли на 3-й минуте, потому что во многих героев это капли, опять же, просто очень универсальное средство выживания, плюс монопул, монореген, точнее, повышает. Ситуативный закуп скорее зависит от вашего героя относительно вражеского саппорта и оффлейнера, чем относительно вашего кэри. Что имеется в виду? Представьте, вы играете на каком-то лишаке, террорблейде, на Shadow Демоне. То есть это герои, которые не дают особого импакта в крипвейве. То есть вы только трейдитесь где-то сбоку. И, соответственно, вам не нужно иметь настолько много ресурсов в плане танга, салвы, потому что, ну, вы просто не будете пытаться трейдиться много, потому что у вас скилл-потенциал весьма странный. Вы скорее играете от смолкомпа, поэтому вы имеете право себе позволить купить там стик. Ну, винлей сейчас не берут, весьма плохая шмотка. Вы можете даже просто сохранить деньги. Но, тем не менее, нужно помнить, что даже на такого рода героев, если вы купите салву для себя, то танго, соответственно, вы можете отдать своему кэри. Основная задача пятерки на линии — это не заруинить линию, не нафидеть. На самом деле, напрямую невозможно дать ответ на этот вопрос, потому что, опять же, очень много факторов. Это ваш герой, это вражеский герой, ваш кэри, вражеский оффлейнер. Варианты какие, ну, можете ли вы вдвоем спылы нажимать, не можете вы вдвоем спылы нажимать, что по биг-компу, что по смол-компу. Соответственно, прям какого-то правила здесь не будет. Важно просто помнить многие факторы. Первое. Помогайте кэри всегда фармить. Что имеется в виду под помогать кэри фармить? Если вы не можете, например, отбить свой смолкэмп, потому что, ну, просто вражеская четверка чуть-чуть вас посильнее, или она побыстрее, или она милишник, которая точно блочит смолкэмп, не пытайтесь бегать, бить его. Лучше помогайте кэри динайт, бить вражеского флейнера и заставлять вражескую четверку чувствовать стресс из-за того, что он тратит время. Это первый вариант развития. Потом второй вариант развития. Не пытайтесь улынить по трейдам, если вы знаете, что вы их проигрываете. Ну, банальный пример, я не знаю. У врага 2 спела, у вас 1 спел. Зачем вы будете пытаться трейдиться, если вы будете точно терять больше хп? Спокойненько реагрите крипов, попытайтесь добить ренджа, если ваш кэри это не может сделать, и играйте от пулов. И, соответственно, чем меньше урона вы получите, тем больше танга можно дать вашему кэри. Третий вариант — это вы можете просто пушить линию и, соответственно, садиться четко на вражеского саппорта, чтобы он не блочил ваш small camp. Опять же, эти ситуации иногда редкие, потому что, опять же, от выбора героев зависит в общем, много факторов. Ну, просто, допустим, есть такая ситуация, где вы посильнее в разы, чем вражеская 4, вы спокойно играете с правой, ну, ближе к своему small camp'у, то есть, если вы за Radiant, вы играете слева, если вы за Dive, вы играете справа, соответственно, не пускаете никаким образом четверку, чтобы она заблочила ваш кэмп, вы потом помогаете своему кэри законтестить вейв, плюс подпушить крипов, чтобы вейв делился, и, соответственно, вражеская тройка не могла прийти к вам на пол, и вы пулите 2 крипа. Запомните, главное
правило, никогда нету смысла пулить, даже если вы стакнули дабл, когда линия пушится на вас, потому что теперь, если идет там вейв или даже 2 вейва, а вы запулили, то вас могут задавить, это А. Б, ваш small camp могут прийти зафармить, и теперь вы попадаете 6 дополнительных нейтралов, плюс фулл пачку просто так. Да, конечно, ваш carry фармит, но это не будет так эффективно, как когда вы запулите, например, на одиночный 2 крипа, и, соответственно, либо вражеский оффлейнер недополучит 2 крипов, либо вы подфармите small camp, что тоже весьма эффективно. И либо же вы застакали, запушили вейв, и жестким героям нужно выбирать, идти на small camp или терять крипов на линии. И вы уже, соответственно, получаете там 2-3 крипа преимущества. А поверьте мне, когда вы все эти детали сделаете идеально, это очень душно и очень тяжело против такого играть. Главные тайминги на саппорте. Первое, это оказаться нужно на баунти руне так, чтобы вы еще успевали вернуться на линию. Что имеется в виду, что если вы, например, бежите, хотите сделать ФБ в вражеском лесу, вы делаете это ФБ, лучше не жадничать с телепортом на свою сейфлинию, потому что, представьте, вы не сделали ФБ, и вражеская четверка уже зашла, заблочила вам кэмп, и уже даже будет не пускать вас, чтобы вы заблочили биг кэмп. И вы, соответственно, можете уже на этой детали проиграть линию. Поэтому точно можно не жадничать с телепортом. На ранней стадии телепорт, как правило, не нужен, если вы играете хорошо. Самое худшее, что может случиться, то, что вы потратите телепорт, это то, что вражеская четверка побежит на руну воды, например, или нападать на вашего мид-героя. Но здесь нужно просто хорошо действовать на линии, потому что дневное время до 5 минуты длится, и вы четко должны видеть вражескую четверку, потому что вы просто играете в линии. Это первое. Потом второе. Нужно четко понимать тайминг, когда вы уходите пулить, когда вы стоите на линии, когда вы блочите кемпы, потому что каждая секунда-две, которые вы замешкиваетесь, это либо шанс того, что вы запулите неправильно, либо шанс того, что нападут на вашего кэрри. Поэтому нужно четко отслеживать вот этот момент, когда кэрри либо зареагрил, добился крипов, и вы бежите пулить, либо вы уже не бежите пулить, потому что не успеваете и контестите еще пачку и уходите пулить. Потом у нас на 3-й минуте лотос, это супер-супер важно. Потом до 5-й минуты, если, например, ваш мидер и в оффлейн ваши ребята купили по вардику, то ваш вард появится на 5-10, если мне память не изменяет. Соответственно, этот вард нужно принести, поставить и уже либо идти в портал играть, если ситуация позволяет, либо пойти под руну под 6-ю минуту. Ну и 7-я минута — это руна экспы. Это вот самый простой гайд. Естественно, есть герои, например, самые простые были это там CM, Shadow Demon, аппарат, которые, они не очень мобильны и не очень хороши в атаке, потому что мало урона, то вы можете просто между всеми вот этими передвижениями еще подстакивать лес. В каких ситуациях стоит делать ротации? Но сейчас, наверное, тоже нету четкой формулы, когда нужно это делать, потому что Dota стала весьма многогранна, и люди, банально хорошо на это реагируют. То есть, что имеется в виду? Если вы покинете свою первую позицию без каких-то сетапов, что имеется в виду под сетапами? То есть, вы не запушите линию, не поставите вард и нападете снизу. И при этом, например, не нажмете спылы во вражескую четверку, то четверка может дать телепорт, и вот вы уже в боте деретесь 3 на 3, что не всегда супер выгодно. И при этом все, чем дольше вы нападаете, тем дольше ваша первая позиция боится, и, соответственно, 3-я позиция относительно вашей первой позиции получает весьма хорошее преимущество, в пачку, 1,5 пачки. Это первый фактор. Второй фактор — это вражеская первая позиция. Есть герои по типу Арквардена, Дроу Рейнджер, Снайпера. В общем, герои, которые хиленькие, рейнджовые, легко убиваемые, но при этом они не могут рано уходить фармить лес, и вы хотите их душить по максимуму, чтобы их тайминги входа в игру оттянулись как можно дольше. Таких героев, прям очень хочется часто убить. И третья ситуация, я бы сказал, это так называемая ситуация безысходность. Вы проиграли свою линию, вы уже понимаете, что вот все, что вы тут получите, это ваш кэрри там добьет 2 крипов, вы снова получите спылы в лицо, и от этого игра кардинально не поменяется. Но если вы сделаете движение, то, соответственно, от вашей первой позиции отойдет прессинг 4-й позиции, потому что ей нужно будет реагировать. И вот вы уже создаете некие ситуации на карте, которые могут повлечь какие-то ситуации в будущем. А так, помните, 5-я минута катапульты, это очень хороший триггер, чтобы сделать, например, заход в портал. Потом 6-я минута — это руны, 7-я минута — это руна экспа, и 8-я минута — руны. Вот эти тайминги, если вы хорошо поставили на линии или просто по героям, которым я назвал, или у вас где-то преимущество, и вы хотите его реализовать, то это вот очень хороший тайминг, чтобы сделать какое-то действие. Когда можно оставить кэрри одного? Да хоть с первой минуты. Вопрос, что вы с этого получите. Суть в том, что многие герои, они, по сути, отличаются либо каким-то спылом, либо какой-то возможностью фармить лес, либо тем, что их очень тяжело согнать с линии. То есть, например, Морфлинг, Вивер, Найкс в какой-то степени,
Omni Knight, Кэрри, вот мы играли с ним. Есть много вот подобного рода героев, которые, ну, вот, они бесконечно могут стоять на линии, потому что их ресурсы, ну, просто практически всегда будут перебивать вражеского оффлейнера. Особенно если вы еще взяли это как контрпик вражескому оффлейнеру. Соответственно, эти герои, когда они получают преимущество, вы можете смело их оставлять. Сларк тоже хороший, кстати, пример 6 уровня. Может что угодно делать, бегать, трейдиться и так далее. Но на это также нужно смотреть так, что, допустим, вы уже выигрываете линию, и ваш керри может убивать вражеского оффлейнера, и у него большое преимущество, то в данном случае вы должны понимать, что вы либо делаете что-то, что еще лучше, чем убийство вражеского оффлейнера. Ну, как правило, это забрать руну, убить, например, мидера и снести в миде тавер, либо снести в боте тавер. Но суть в том, что просто всегда отдавайте себе отчет о том, что вы можете убить с вашим керри, и он пофармит еще больше, а вражеское 3 из-за этого пострадает. Но если вы не видите, что действие какое-то принесет еще больше плодов, то лучше сделать его, а керри спокойненько с преимуществом просто поутфармит вражескую позицию. Когда можно уходить с линии, подключаться файтом? Да по факту, когда ваши коры этого хотят. Нужно понимать, что суппорты, вот есть, скажем так, распространенная не то что проблема или ошибка, но просто как факт, что иногда саппорты чувствуют, что вот есть кнопка, ее нужно сейчас нажать. Но, поверьте мне, это часто может привести к очень суровым последствиям, если вы не приведете нужное количество героев. На высоком уровне игры в доту смоки жмутся, как правило, в 3 человека. Это либо 2 кора плюс саппорт, который жмет, либо 2 саппорта плюс кор, и, соответственно, бегут они к еще одному кору. И в данном случае очень важно, чтобы вы не оверфорсили или не торопились. Например, в паблике может сработать простой мув. Вы знаете, что вражеский керри пошел фармить эншей, и вы такие, го, убьем его. И вы там нажали смог, например, 5 плюс митер, вы идете, нападаете на него, но там как минимум стоит керри и, допустим, уже суппорт. И плюс у них аутпост прям находится сейчас на эншах. И они нажмут телепорт, и вот вы окажетесь в ситуации уже 3-2. И да, вы, может, подумаете, вот меня убили, но я убил вражеского керри, и вы еще потенциально потеряете мид, и вы назовете это спейсом. Да, вы будете по-своему правы, но этот плей будет весьма малоэффективен, назовем это так, не говоря о том, что смерть 2 героев на одного очень редко выгодно, потому что, да, у вас один герой, на одного героя сейчас будет меньше фармить, плюс, ну, это банально по карте легко читается, я даже не знаю, как по-другому это назвать. Поэтому, да, не торопите события на суппортах, всегда ждите коров и считайте нужное количество героев. Айтем-билды на суппортах, да почти всегда именно на 5, если ваша 4 не покупает сейф-шмотки, вы почти всегда будете покупать сейф-шмотки. Сейф-шмотки это у нас Форс и Глиммер, 2 прям супер имбалансные шмотки уже на протяжении очень долгого времени в доте. Но иногда появляются шмотки по типу Солара, ну, просто потому, что очень хорошая шмотка в плане бафа на некоторых коров. Потом Владимир, очень хорошая шмотка. Опять же, если ваши 4 не покупает, или так уж вышло, что ваши 4 покупает сейф-шмотки, то вы можете купить Владимир, чтобы давать эту полезную ауру. Ну и плюс, естественно, есть еще Мека, есть у нас еще драмы, и ну, не знаю, там линза, блинк, это уже более ситуативная ситуация, но просто помните о том, что всегда можно компенсировать шмоткой недостаток героя. Что имеется в виду? Что, допустим, в вашей команде нету атаки, но вам очень нужна атака, и вам уже не нужен сейф. Соответственно, вы можете купить и на саппорте сейф-шмотку, понятное дело, от героя нужно смотреть, но посыл понятен, да, что компенсируйте недостатки вашего драфта шмотками, и тогда все будет просто. Максимально заряженный на игру. Ультимативно быстрый, сверхточный, способный справиться с любой задачей. Это больше, чем игра. Это вселенная Thunder Robot. Thunder Robot рожден для игр. 5 это такая роль, где точно нужно терпение, потому что PowerSpike 5, звучит даже забавно, PowerSpike 5. Я, честно, не знаю ни одного PowerSpike 5, кроме ультимейта, который появляется, и то вы идете нажимать его под своего кора. Потому что, ну, нету сейчас 5, которая в соло может пойти убить вражеского героя. И очень часто не столько PowerSpike важны, сколько ситуация на карте, потому что, чтобы нажать, например, хороший смог или сделать правильное действие, вам нужна информация. А информация — это убийство крипвейвов, это варды, которые вы подсетапили, ну и еще информация, которую вам дают вражеские герои, потому что они тоже могут показываться. И, соответственно, можно игру выиграть и имея маленькое преимущество, можно игру выиграть легко, имея большое преимущество. Здесь просто нужно это все проанализировать и запоминать эти ситуации.
ситуации. Все же Dota в этом плане очень такая игра, в которой много героев, много айтем-билдов и много различных ситуаций. И лишь играя много и проходя вот эти ситуации, вы поймете, какая ситуация наиболее эффективна или предполагает для того, чтобы сделать определенное действие. Паттерн действий пятерки вне файта, как правило, задуматься, могут ли твои кор-герои зафармить все, что возможно на карте, потому что если нет, например, они пушат вывод, то можно что-то подстакать. Если же они уже фармят все, что можно на карте, и тебе не нужно много на саппорте делать, чтобы защищать этих героев, то ты можешь сам где-то подфармливать, но для этого нужно анализировать карту. Потом помнить всегда о вижене. Вот, может, это микрофишечка или так просто пища для размышлений вам, то, что днем Vision у нас 1800, ночью 800, у некоторых героев побольше. Соответственно, ночной Vision в целом всегда эффективнее, чем дневной. Плюс ревилить смоки ночью всегда легче, потому что, вы стоите где-то за елкой, вас не видно сдалека, и вы, соответственно, просто можете нажать телепорт. Так вот, например, к ночи можно подготовить какие-то варды днем, да, вы нажали, например, смог, взяли 2 варда, поставили эти 2 варда, и уже ночью по теням пытаетесь охотиться за героем без смоков. В чем суть? В том, что днем, так как вижена больше и крипы, и товара, и герои дают, очень выгодно нажимать смоки, потому что вам проще нападать, и если вас кто-то ревилить, вы видите этого героя издалека или просто его легче найти, то ночью, соответственно, вы охотитесь как раз под вижен. Это, наверное, такое первое. И второе, это всегда помнить о том, что под определенные объективы, то есть, например, там Т2, Т1, Тавер, Рошан, Торментор и так далее, всегда можно холдить какой-то вард и просто, иметь терпение, чтобы поставить этот вард в нужный момент. То есть, например, во время файта, во время того, что вы знаете, враг хочет забрать вашу руну экспы всей командой или убить вашего Торментора, вы можете застапить вард и просто ловить вражескую команду на ошибки, потому что в целом Дота такая, вы можете проигрывать там 15 минут, не вести игру, просто убегать от врага и фармить, но достаточно словить один хороший момент, чтобы игра стала весьма простой. А этот момент, как правило, создается хорошим смоком и хорошим вардом. Фарм на спорте, в общем, это такая тяжелая тема, потому что, как правило, Дота не позволяет тебе фармить, если тебя душат, и Дота тебе позволяет фармить, если ты можешь душить, но ты вместо этого выбираешь вариант нарастить преимущество. И если простой ответ, просто фарми крипов. Крипы у нас есть нейтральные, крипы, которые фармят вывод. Соответственно, если ваш кэрри такой, все, мне эффективнее фармить лес, то вы, соответственно, должны заместить его и начать фармить его линию. Самое банальное, да. Но нужно помнить еще о таких вещах, как стаки, потому что 35% голды экспы со стаков идут вам в копилочку, поэтому подстакивать можно. Снимать варды очень полезно. Чтобы, например, снять вражеский вард, можно поставить свой вард быстрее, чем оппонент, и вы, соответственно, увидите, как он, например, бежит, ставит вард. И убивать. Убивать и делать фраги. Это все сводится к тому, что вы получили какой-то спелл, или у вашего союзника появился какой-то спелл. Всегда полезно придумать какое-то 1-2 действия, чтобы сделать фраг. А фраг — это ассистная голда. Или если вы килл сделали, то, соответственно, вам голда за килл насыпется. Держать позицию во время драки весьма просто. Вы можете, на самом деле, самое простое правило, которое лично для себя я взял, это либо каст-рейндж вашего спелла плюс 200, плюс 300, либо рейндж блинка. Что имеется в виду? Если, например, рейндж блинка, то вы стоите в рейндже блинка от вашего героя, плюс еще каст-рейндж добавляете, то есть это рейндж блинка 1200, там еще 300-400 накиньте сверху, и вот вы стоите достаточно далеко, но с блинком подсейвите. Потом, если у вас нет блинка, то просто отсчитывайте, вы можете навести на каждый свой спелл, посмотреть его каст-рейндж и добавить еще на глазок просто 200-300 рейнджи, потому что все равно, допустим, даже если на вас нападут, то вы через полсекунды подойдете, подсейвите, если вы, например, на Shadow Demon. А если уже ваша команда давит, и вы теряете позицию, то, поверьте мне, это не ваша проблема, и не нужно за этого, как говорится, истерить, беспокоиться. Просто говорите, что ваши коры нехорошие ребята, и, соответственно, пусть они думают о вас так же. И последний фактор — это помнить, точнее не помнить, а анализировать, на какого героя хотят напасть, потому что очень часто, если саппорты купили полезные шмотки, например, Форс, Глиммер, Меку, Владимир и так далее, и плюс еще у вражеского героя есть какой-то герой, который вас убивает за секунду, например, Фантом Ассасин, то вам очень важно прятаться в елках, и просить какого-то героя вас защищать, потому что, что бы вы ни делали, какие бы вы шмотки не пытались собрать на саппорте, поверьте мне, вражеский кор всегда вас обгонит по шмотке, которая вас убьет. Что имеется в виду? Вы купите
Айон, может появиться нулифайер. Вы купите ГОСТ, то же самое, сейчас еще и брошка в ГОСТ бьет. В общем, вариантов у Кора, как убить суппорта, всегда в разы больше, просто потому что он быстрее набирает шмотки. Но при этом всем важно понимать, что если ваши коры в фронтлайне для вас, либо просто дают минимальный вижен, то вражеским героям действительно весьма трудно будет взять и напасть на вас, если у них нету блинка, прыгающей обилки, либо смока, обход в спину. Доту не обмануть. Это фактически все варианты, которые существуют на сегодняшний день, как убить суппорта. Есть просто вещи, которые я всегда себе пытаюсь напомнить. Это первое, всегда прокликивайте вражеских героев, причем не только против которых стоите на линии, а уже там в мидгейме с 20 минуты прокликивайте всех, потому что свободы на суппорте в плане времени проклика у вас действительно больше, чем у кор игроков. Соответственно, вы можете давать какую-то инфу по шмоткам, по вардам и так далее. Потом второе — это тайминги. Даже иногда подмечать тайминги ультов, тайминги ночи или просто любого рода тайминги тоже на суппортах попроще делать. Опять же, это не фишка, но просто помните про это. А так, не знаю, навестись на спел, увидеть АОЕшку, навестись на спел, увидеть КД, это, наверное, все фишки, которыми я пользуюсь. Раньше можно было еще нажимать героя прокликивать, но сейчас нельзя. Это наконец-то убрали. Ну, там есть еще баг, обузка, так сказать, что ты можешь все равно прокликивать шмотку, если она поменялась, то она покажет новую шмотку. Но про это вроде бы все знают. Собственно, вот и все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем спасибо.